Но организация тогда была очень молодая. Она и сейчас, на самом деле, молодая, если задуматься. Но тогда я помню, что был состав по Доте и, кажется, по Counter-Strike. И на этом, собственно, все. Очень молодая белая джерси с зеленым драконом. Только начинали пробиваться, но тогда мне уже показалось, что я работаю с профессионалами, когда я туда попал. В принципе, было понятно сразу, куда ты идешь и что ты будешь там делать. На самом деле, очень структура начала разрастаться просто с невероятной какой-то скоростью. Если вспомнить вот те древние времена, с молодежью тогда вообще никто не работал. Не было ни молодежных составов, ничего. Кто-то что-то пытался начинать делать, но на каком-то супер примитивном уровне. А сейчас это уже целая структура. Атмосфера совсем не изменилась. Она как была такая дружественная, знаешь, хорошая, сплоченная, где, не знаю, тебе нужна какая-то помощь, тебе всегда помогут в 100% случаев, тебе всегда пойдут навстречу. Это никак не изменилось. Это таким и осталось. Если мне нужна помощь, например, с какой-то сетевой инфраструктурой или с компьютерами, я пойду к Бережному Диме, потому что он мой хороший друг и всегда мне поможет. Если мне нужна какая-то глобальная помощь, да, в любом вопросе, который только можно представить, я пойду к Никите. Если мне нужно что-то еще сделать, я не знаю, просто по-дружески помочь, то я могу пойти к любому. Когда в Spirit я только попал, я тогда жил в Челябинске, и у меня встал вопрос, что, с Урала был такой крепкий пинг, когда ты играешь в компьютерные игры на европейских серверах, я решил перебраться в Москву. Все, пожалуйста, приезжай, живи на инфраструктуре базе, пока не найдешь жилье, там, располагайся, делай все дела. Монитора у меня, например, вот не было 144-герцового в тот момент. Все, пожалуйста, вот тебе монитор, бери. Думаю, ребята, хочу кресло купить. На компьютере сидеть удобно. Какой посоветуете? Зачем покупать? Вот, бери, пожалуйста, кресло. То же самое и... Если мы берем глобальные вопросы, было сейчас с переездом в Белград. Я всегда хотел пожить за границей. Вот, пожалуйста, приезжай, все готово, все документы подготовлены. Я даже ничего, в принципе, и не делал-то. Я просто приехал, свое лицо показал, и мне все документы, по сути, дали. У меня есть очень много знакомых друзей здесь, в Белграде, которые живут, и я знаю, какие круги ада они проходили для того, чтобы оказаться на таком положении легальном, как сейчас я. Поэтому это я очень ценю. А еще что изменилось на самом деле? По моей вот деятельности, я-то на самом деле сейчас являюсь в штате стримеров организации, очень много стали набирать медийных людей, шахматистов, различных стримеров, очень большие охваты, очень много возможностей познакомиться с ними, поколлаборироваться с ними, геройщиков взяли. Это все, естественно, тоже очень-очень сильно влияет. Да, удалось поработать, конечно, в разных амплуа, но мое самое любимое амплуа — это то, которое у меня сейчас стример. Никакой ответственности. Включил, похихикал, похахакал, поиграл в компьютерные игрушки, посмотрел видео, выключил. Все, работа выполнена. Когда ты игрок или когда ты тренер, там, конечно, другая ответственность, другое абсолютно давление, но я думаю, это многие понимают. Так что да, пожалуй, сейчас мое амплуа самое любимое у меня. Я занимаюсь тем, чем мне нравится заниматься. Это самое главное. Немногие люди могут этим, знаешь, похвастаться. Я занимаюсь любимым делом. А у меня вот так как раз получилось. Я не могу сказать, что и когда я был игроком и тренером, я не занимался любимым делом. Я поэтому очень сильно скучаю, на самом деле, сейчас. Например, по своей карьере игрока я всегда думаю, как бы можно было по-другому, как бы можно было посерьезнее подойти к этому вопросу, где бы, как бы. Уже сейчас другое амплуа. Но в общем и целом, самое главное, что мне нравится в текущем, что я занят любимым делом. Когда я завершал карьеру, это происходило просто. Это был, по-моему, Новый год, и мы отмечали его вместе, и я стоял, кажется, на улице в курилке, и как раз тогда у нас пришла информация, что PUBG-состав будет, скорее всего, распущен, да. И мне стало интересна моя судьба, и я спросил напрямую, а я, получается, все? И мне сказали, нет, если ты хочешь, ты можешь остаться стримером поработать. Да, это было очень быстро. А на самом деле с Никитой по-другому переговоры не происходят. Они всегда происходят очень быстро. Нет такого, что вы собираетесь, сели, здравствуйте, уважаемые коллеги, давайте сегодня обсудим вот это вот все. Кстати, давайте обсудим вот это вот все бывает, но решаются вопросы весьма стремительно и сильно. И мне это нравится. Я бы сказал, с того момента, как я играл в спиритах, когда меня взяли на позицию игрока PUBG и доверили мне собрать состав, тогда все это, в принципе, началось. Мы общались тогда, я помню, у нас были еще очень интересные съемки, когда PUBG-состав представлялся. Общались про киберспорт, общались про то, про это. В какой-то момент, я помню, вышел с буткемпа на тот момент, который у нас был самый... Это второй, но я застал, для меня это был первый буткемп. И Никита играл в игру, которая называется Mu Online.
Это такая очень старая, древняя ММО-игра, где вся суть в том, что ты втыкаешь зубочистку в правую кнопку мышки и уходишь спать, а у тебя персонаж качается. И я увидел, что он в нее играет, и я такой, ё-моё, мы онлайн. Они такой, ничего себе, кто-то знает, что это такое? Да, и вот я, пожалуй, сказал бы, это наша была первая точка соприкосновения. После этого мы стали общаться более тесно на разные темы. Я не знаю, у него очень хорошая простота общения. Он очень легко доносит свою точку зрения и то, что он хочет. И с этим очень легко работать. Обычно и у меня есть опыт работы с людьми, которые ну, да, надо то, надо это, но они точно не знают как. Он точно ставит задачу, выстраивает структуру ее выполнения, скажем так, лично для меня. Так получается. И мне с этим очень просто работать, и я предполагаю, он старается придерживаться таких критериев везде. А еще он умеет слушать. Если, допустим, он выстроил какую-то структуру, но у тебя есть какое-то свое мнение, или ты хочешь добавить что-то в эту структуру, он никогда не откажется, он выслушает тебя и конструктивно примет. И очень часто твои правки, они зачастую попадают в конечный, так сказать, to-do-лист проекта. Самый поворотный момент, я не знаю, кто может сказать вообще по-другому, но это был International 21 года, если я не ошибаюсь. Никто не пророчил им никакой победы. Было вообще, в принципе, чудом выйти тогда на International, потому что мы играли тогда в квалификациях. Я до сих пор помню, как Ярик на мипошке копнул на Леоне на стороне Дайер Империю, и это очень сильно порешало в файте, и, по-моему, тогда это чуть ли не стоило... По-моему, это стоило Империи игры, и мы оказались на инте. И когда мы взяли инт, все изменилось совершенно и для всех. Все изменилось для организации, все изменилось для дотеров, все изменилось для медиасквада. На нас стали обращать внимание как на организацию, стали приходить интересные предложения, стало появляться гораздо больше возможностей где-то проявить себя, показать себя. Охваты и объемы того, что организация после International 21 года могла себе позволить сделать, и до него несоизмеримы. Фундаментальные принципы, наверное, прежде всего доверие. Все верят друг другу, доверяют. Нет того, что ты должен там бегать за кем-то, что-то проверять. Сказали, верим. Второе — это честность. Никто не вертит жопой. Всегда понятно, что перед тобой, всегда понятно, что будет на выходе. То есть нет такого, знаешь, что хоп-хоп-хоп. Никто не срезает углы. Если нужно что-то сделать, все будет сделано от и до. Сейчас, на самом деле, я не особо слежу, поэтому я не могу давать какие-то оценки, куда она развивается. Но тогда, когда я играл, это был дикий запад вообще. Это был дикий запад. Никто ничего не знал. Все лица новые. Как игра работает, что как работает, что как куда делать, понимаешь? Буквально доходило до того, чтобы быть нормальным пабгером, ты должен быть гадалкой. И вы не поверите, возможно быть гадалкой. Мы действительно потом где-то к середине нашей карьеры научились читать зону, где она окажется. Есть тепловая карта, которая показывает, где она оказывается. Где какая команда играет. Где должны оказаться вы, какая позиция есть в каком круге хорошая, удобная. С этой позиции ротация в будущий круг. Ты не знаешь будущего круга, но ты должен продумать ротацию в любую часть карты. В какой позиции команде будет удобно сыграть. Какая команда в каком тайминге находится в каком месте. Это все было просто настолько муторно, геморройно, и всему этому нужно было научиться, но вроде как мы справились. По поводу сейчас, в каком состоянии находится сцена PUBG, совершенно не слежу и не знаю, но я точно уверен, что сейчас PUBG Mobile на самом деле вытеснил PUBG ПК, потому что очень много людей играют именно в мобильную версию PUBG, гораздо более призовых и, в принципе, таких престижных турниров проходит именно в мобильной версии. Я уверен, ПК-сцена все еще живет, я ее не хороню, но я помню, как еще когда я играл, происходило такое плавное переключение на мобильный PUBG основными ресурсами. Когда стал стримером, я понял, что я хочу поиграть во что-нибудь еще и уделить свое время чему-нибудь еще. И на PUBG, к сожалению, времени у меня больше не было. Я все еще с удовольствием захожу комментировать турниры, когда меня зовут. Тот багаж знаний, который я собрал, когда вел карьеру игрока, и особенно тренера, там, когда я был тренером, я думал, черт, о чем я думал, когда я был игроком? Вообще не тех каких-то вещах. Его хватает даже сейчас, что если нужно как-то красочно откомментировать какой-нибудь матч.
Мой самый счастливый день, наверное, в организации, это когда мы выиграли 21 инт 21 года. Тогда, я помню, я 2 недели был как это, lightheaded, так сказать. Я до сих пор не мог поверить в то, что происходит, что вообще творится, и как это, и что это. Я за все это время, пока был в Спиритах, я помню, как мы не могли пройти квалификации в различных составах на инт, мы не могли попасть на инт. А для организации, для Никиты лично было очень важно, было критически важно пройти на инт. Уже пройти на инт было, в принципе, выполненной целью, а взять инт это уже было что-то, это недостижимое что-то. Ну, сейчас-то я понимаю, что все, в принципе, в мире достижимое, да, и организация уже совершенно не то, что раньше. Но на тот момент это было что-то из ряда невозможная цель, и она была выполнена. И тогда, когда это произошло, для меня это действительно был самый счастливый жизнь в организации. Самые счастливые 2 недели, 3 недели организации. Всегда. Помню, вспоминаю всегда с улыбкой на лице и никогда не забуду. За свое время в Spirit я, наверное, повзрослел. Это самое важное, самое главное, на чем нужно, так сказать, акцентировать внимание. Я стал гораздо более взрослее оценивать вещи, гораздо больше узнал про мир киберспорта, вообще существенно. Познакомился с очень интересными людьми, подружился со многими из них. Я думаю, повзрослел. Ну, я думаю, надо инта выиграть еще один обязательно вот сейчас. А там потом посмотрим, что будет через 10 лет. Через 10 лет я вижу свою жизнь на пенсии в частном доме с удочкой. Куплю себе бультерьера величиной с бочку. Я не заглядываю так далеко вперед, на самом деле, но я уверен, что через 10 лет я все еще буду с организацией.